Друзья, Samsung смарт-телевизор Q60A, и это смарт-телевизор 2021 года прямо влетел на наш канал с обзором на канале Технозон. Поехали! Буквально недавно у нас вышел обзор на канале Samsung 8 серии. И этот вот Samsung, это Q60A, один из самых бюджетных вариантов QLED телевизоров на так называемых квантовых точках с Dual LED. Но вот о чем говорит нам вот эта вот бюджетность. О том, что здесь у нас стоит VA-матрица, достаточно с хорошими углами обзора, 178 градусов, вы все их сейчас видите, все очень классно. Она 8 бит плюс FRC. В принципе, как и практически все модели 2020 года. В 2021 году Samsung продолжила тенденцию отказа от 10-битных матриц вообще. Вообще, вы знаете, дело в том, что вы видите сейчас PlayStation 5, мы тестировали его также и для PlayStation 5, это диагональ 55 дюймов, и вот у нас была надежда, когда я его вообще включил, я еще даже характеристик не видел, подключил к PlayStation 5, появляется меню игрового режима, такое расширенное, красивое, и там, знаете, надпись VRR, думаю, ну все, 120 Гц, нифига, 60 Гц матрица, в принципе, 60 Гц, да, в принципе, нормально для просмотра контента. Для PlayStation 5 не очень. То есть, хотя в VRR почему-то написано, вроде бы как и не заявлено. Ну да ладно. Поиграть мы все-таки смогли с достаточно небольшой задержкой. Заявлена поддержка HDR, есть Quantum HDR, HLG. И вот HDR10+, тут знаете, как интересно. Дело в том, что на Display Specification написано, что HDR10+ есть. А вот на сайте Samsung официально, они как бы пишут, допустим, HDR поддерживается, HLG поддерживается, Quantum HDR поддерживается, а HDR10+ сертифицирован. То есть, насколько реально здесь HDR10 и HDR10+, пока непонятно. Ну, ладно, суть-то дела, я понимаю, что, скорее всего, они его задвинули на задворки истории ради именно этого самого Quantum HDR, которым они сильно вот хвалятся. И в этом нет ничего плохого, потому что HDR действительно отрабатывает здесь неплохо. Хотя яркость матрицы, как в принципе из 8 серии Samsung, узнать нам из официальных источников не удалось, а неофициальные источники настолько разнятся, что, к сожалению, мы ничего в данном случае сделать не можем. И замерить у нас нечем, потому что оборудование для замера невероятно дорогое. Однако, по нашим ощущениям, на наших роликах HDR, которые мы выпускаем на нашем втором канале, именно HDR ролики, он выглядит, ну, минимум 400-500, даже, возможно, 550 кандел. Почему? Потому что некоторые пиковые моменты, на которые я обратил внимание, они выглядели лучше, чем на телевизорах 8 серии. Данный смарт-телевизор спокойно поддерживает 5 ГГц, чего хватает для проигрывания практически любого контента, который можно ему скормить. А в частности, это стриминговые сервисы Netflix, который поддерживает 4K HDR плюс 5.1 звук, различные другие стриминговые сервисы. YouTube поддерживает AV1 кодек, как в принципе и 4K HDR, и тут как бы вообще по этим стримингам вопроса у нас не возникло. Мы подняли через Dark Server и Fork Player, и IPTV, то есть IPTV у нас проигрывал 4K вообще вот просто без тормозов. А вот T2 смотреть на нем, откровенно говоря, полное мыло, потому что апскейлит он не ахти как хорошо. Слушайте, ну есть S и S2 модуль, который мы, к сожалению, не проверяем, потому что у нас просто-напросто этих спутниковых тарелок нет, и нам хватает того IPTV, которое мы смотрим. Данный телевизор есть в различных размерах, от 43 до 85 диагонали. Цены достаточно лояльны, как для телевизора такого уровня, несмотря на 8 бит плюс FRC. И вообще цены эти вы можете узнать по ссылкам в описании под видео. И данный обзор, кстати, стал возможен благодаря нашим партнерам и друзьям. Это интернет-магазин Яблоко.ua, отличный интернет-магазин, и мы его там именно брали, поэтому, ну, вообще советуем, рекомендуем, проверенный продавец, ссылки в описании под видео. Что насчет возможностей просмотров фильмов правильных, то здесь работает отлично, скажем так, уплавнялка. 24-кадровый тест он не проходит, как, например, ну, у нас, видите, как получилось. 8 серия Samsung, она проходила тесты и с уплавнялкой, все было абсолютно плавно, и 24 кадра с внешнего источника, с HDMI, она проходила тест, Джодер тест, это тест на правильное воспроизведение
24 кадров, вернее, ну, подтверждалось, что там не только 24 кадра передается через 60, а еще и есть нативные 24 кадра, то здесь у нас плавность обеспечивалась только лишь за счет уплавнялки, и фактически это подтверждает то, что у нас здесь поддерживается технология 24 кадра через 60. Но плавность здесь более чем отличная. Далее в обзоре вы все это увидите. Традиционно телевизоры 2021 года, как мы уже поняли, преобразились в плане вот этих вот коньков, которые нас абсолютно сильно раздражали. Пульт здесь абсолютно необычный. Почему? Потому что здесь у нас получается пульт вот такой вот под смарт-телевизоры Samsung. Еще и сзади у нас панелька для беспроводного, какого беспроводного? Для заряда от света. То есть здесь нарисован свет и есть Type-C у нас сзади зарядник. Это не разборной пульт. Здесь нельзя поставить, скажем так, батарейки. Слушайте, ну вот эти вот коньки это отстой. Отстой, то, что Samsung сделала вообще непонятно зачем. И плюс вот этот вот перенос логотипа с кнопкой в правую сторону телевизора тоже нам абсолютно не понравился. Все остальное, вот, кстати, звук, еще хочется отметить, звук неплох, но нужны звуковые панели. Все остальное далее по ходу обзора, смотрим все остальные детали, которые мы, скажем так, тестировали. Ну а вам рекомендую подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить наши самые интересные обзоры. Конечно же, тесты, обзоры сервисов, гаджетов, девайсов, программ и розыгрыши ценных призов подарков. На текущий момент это, кстати, 2 NVIDIA Shield TV Pro, плюс 3 Mikulka M6 Deluxe и 4 геймпада. Ссылочка на условия лежит в описании под видео. Ну, а мы просто-напросто переходим и начинаем. Распаковочка, два паковочка. Наш Samsung сейчас увидит свет первый раз. Как-то так, ребят. Так. Где там еще тут? Опа. О, блин, коньки. Опять эти коньки Samsung. 2021 года модели просто-напросто сильно расстроили. Именно наличием вот этих вот коньков. Эти их ножки в 2021 модельном ряде. Это ужасно. Это ужасно. Пульт. Все тот же самсунговский бюджетничек. Сейчас. Да. Пластиковый. Слушайте. У него есть солнечная зарядка. Зарядка от солнечных батарей. Я такой первый раз вижу. Ну, это как бы отличается от более бюджетных моделей. Но зарядка от света. Ну, интересно. Интересно, и мало того, он аккумуляторный. Решение от Samsung. Я первый раз такое вижу вообще. Слушайте, вообще. Ладно, есть как есть. Есть у нас вот такой вот кабель. Самое интересное, здесь Type-C. А кабеля зарядки по ходу в Самсе нету. Вот именно в комплекте. Ну, нету его. Нету. Есть еще заглушки. Ну да ладно. Есть как есть. Достаем. Ого. Традиционно монтируем ножки Samsung. Оп. Коньки. Оп. Все устанавливаем. Слушайте, ну вот этот вот дизайн Samsung 2021 с его дебильными ножками, это раздражает. Плюс вот этот вот перенос Samsung в правую часть. Раньше это было по центру, это было как-то симметрично и симпатично. Сейчас это нелепо выглядит. Но давайте так. Телевизор невероятно тонкий. То есть, когда мы его доставали, он просто невероятно тонкий. Вообще огонь. У него тонюсенькие рамки, которых практически нет. Вы знаете, это вообще... Вот за дизайн вообще твердый, жирный лайк. Это просто невероятно. Класс. Рамки у нас, пластик, само собой. Рамки пластик сзади. Что мы имеем сзади? По интерфейсам у нас есть DVB T2, DVB S и S2. Есть два USB 2.0, один простой USB, другой для подключения SSD, 1 амперный. Есть HDMI 1, HDMI 2 с поддержкой ERC, для того, чтобы можно было подключить ресивер. Есть HDMI 3 и оптический выход. Также у нас здесь есть вот такой вот разъем для крепления панелей.
не панелей, а специальных плат расширения. Вот он, пожалуйста, вот такого вот формата, который использует Samsung. Хотя я больше привык к EPC MCI форматам. Что у нас есть еще? Крепление веса. Есть у нас разъем питания, больше ничего нет. Сзади такой, знаете, пластик шероховатый, чем-то, не знаю, чем он так, знаете, как непонятный. Для прокладки кабелей у нас есть каналы, вот они сделаны специально. В принципе, и есть заглушки, в комплекте мы их уже видели. В целом на этих коньках он достаточно устойчиво стоит, поэтому норм по устойчивости, норм дизайн будем настраивать и уже обозревать. Все, поехали. Оу, телек включили. Знаете, какое первое впечатление? Он, мать его, большой. И большой в том плане, он кажется большим, потому что рамки очень тонкие. Действительно, очень тонкие рамки. Круто. Ладно, обыкновенный Tizen 6, но с немножечко расширенными, скажем так, опциями. Вот, кстати, мы видим, видите, у нас есть функция записи при подключении жесткого диска, есть телегид, ну да ладно, это все мелочи. Поехали по интерфейсу. Внизу у нас строка, скажем так, с быстрого доступа, где есть у нас, допустим, браузер, есть плеер, Rakuten TV, это нас тоже мало волнует. YouTube, и мы видим, что у нас подключен PlayStation 5, он стоит справа. У нас есть при нажатии на домик есть варианты входа в аккаунт, оповещения и параметры конфиденциальности, которые никому нафиг не нужны. Ambient мод, обыкновенный режим картинок, на нем останавливаться не будет, а вот этот вот мультивью классная штука. Нажимаем мультивью и видим, что мы можем, например, транслировать из HDMI, вот видите, тут выйти из текущего режима и можем, допустим, выбрать содержимое. Давайте выбор содержимого. Он ищет сейчас телефон Galaxy, и вы смогли бы сюда транслировать ваш смартфон. То есть, по сути, давайте можем менять размер. К сожалению, смартфона Galaxy у нас нет. Ну ладно, классная штука. Давайте выйдем, нормальный режим. Это у нас через HDMI подключен еще и Smart TV Box на Android TV. Теперь у нас есть с вами apps, само собой, куда мы уже установили тут Smartbox, мы установили OTT Player, мы установили тот же самый Fork Player. Есть у нас Smart настройки, есть у нас источники, где мы можем выбрать TV, PlayStation 5, MTEL, ну, USB, PC on TV, уведомления. Это указание по подключению, руководство и настройки универсального пульта, ну и сами по себе настройки. В быстрых настройках у нас есть мануал, есть у нас, видите, режимы изображения, сейчас у нас HDR режим, ну, допустим, мы можем с вами поставить фильммейкер мод, фильмовый режим, динамический. Мы сейчас динамический поставим, есть варианты изменения режимов звука. Так, адаптивный звук, усиление и стандартный. Также мы можем выбрать, куда выводить в оптику, либо в громкоговорители и выключить игровой режим, если он включен. Тут же у нас есть сеть и стандартный режим экрана. Есть пользовательский размер картинки, есть 4:3. В принципе, норм. В самих настроечках есть варианты регулировки изображения, то есть мы можем с вами выбрать режим, стандартный, обычный кино, фильммейкер. Ну, мы выбираем динамический. Настройки размера изображения. Пользовательский, он просто-напросто вмещает то, что выдает на HDMI. Также у нас, ну, грубо говоря, пользовательский, мы можем выбирать сюда 4:3, 16:9, как я уже говорил. Плюс у нас есть в дополнительных настройках возможности регулировки яркости, контраста, четкости, цвета, тона. И можно применить источник ко всем источникам, можно включить улучшение контраста, выбирать оттенок, выбирать также гамму, но это если мы, допустим, зададим стандартный, холодный, если мы будем использовать мануальные настройки, то мы можем играться еще и с гаммой, и работать с деталями теней, и сбросить изображение. По звуку у нас есть вывод звука, куда выводить, вернее, громкоговоритель либо оптический, либо на Bluetooth. Плюс у нас есть режим звука, адаптивные усиления. В дополнительных настройках мы можем с вами работать с балансом. Есть кое-какой эквалайзер. Так, отключилась приставка, ладно. Режим HDMI и RC, это при подключении через HDMI 2 ресивера вы сможете выводить звук на ERC, этот порт.
Формат выхода, то есть у нас есть проброс, есть автоматический, либо PCM. Проброс — это если вы пробрасываете звук со внешнего устройства напрямую в ваш ресивер без декодирования. И возможность регулировки задержки выхода цифрового звука — это для избежания рассинхрона. Есть громкость автоматическая, звуковые сигналы и сброс звука. В принципе, больше здесь ничего такого нет. По трансляции это антенна, самая обыкновенная антенна. Мы это тоже попробуем с вами сейчас, как работает антенна. Специальные возможности — это возможности для людей с ограниченными потребностями, то есть тут настройки голоса, субтитров, масштабирования. Есть голосовой помощник, здесь Bixby стоит и Alexa поддерживается. Дело в том, что они на русском не работают. То есть голосовой поиск работает в приложениях, а просто так голос, ну, допустим, в моем случае, видите, мы сейчас выберем голос. Привет, я Bixby, и опять будет сейчас выбор языка, и будет лажа того, что там русского у меня просто-напросто нет. По сети. Сеть он поддерживает 5 ГГц, спокойно, мы все подключились. Можно, в принципе, через мастер, вот настройки сети через мастер, и в дополнительных настройках мы можем сделать удаленное IP-управление, также включать-выключать Wi-Fi и управлять, и включать и выключать с мобильного устройства. Есть диспетчер системы, где можно задать время, язык, учетную запись Samsung в IT. Как мы видим, это Q60AA55TV. Диспетчер внешних устройств — это поддержка HDMI, CIG. Настройка игрового режима есть, то есть мы можем включить игровой режим. Вот давайте, допустим, включим игровой режим. И включается вот такое вот меню. Но это мы все увидим с вами, когда мы подключим плоечку. Также у нас есть Apple AirPlay, то есть вы можете транслировать iPhone, iPad, либо компьютер Mac на ТВ, экономия энергии, функция Smart, автозапуск Smart Hub и запускать последнее приложение автоматически и сброс. Все остальное — это поддержка и условия использования. Это нам не интересно уже. Телевизор поддерживает как прямые трансляции, но у него есть S и S2 и DVB-T2, и поэтому вот мы сейчас включаем ТВ. Вы знаете, вот Т2 смотреть в качестве 576p, который есть у нас в стране, смотреть на таком телевизоре, особенно 55 диагональ, это наказание. Вот я вам серьезно говорю. То есть то, что оно работает, это факт. А то, что оно нормально не апскейлит его, это тоже факт. То есть это, знаете, мыло мыльное. Ну, есть как есть. То есть здесь, конечно, предпочтительно смотреть IPTV. В принципе, телевизор поддерживает... возвращаемся. В принципе, телевизор поддерживает Ultra HD 4K HDR. Вот мы видим 4K HDR 5.1. Если мы включим, то он, конечно же, будет воспроизводить эти самые фильмы. Вот, пожалуйста, 4К HDR воспроизводится. Тут как бы по Netflix вообще вопросов никаких нет. Как, в принципе, и по YouTube. YouTube нас тоже радует. Радует он нас наличием AV1 кодека. Давайте мы сейчас проверим заодно голос. Япония 8К. Включаем Японию, включаем диагностическое окошко. И видим, что у нас проигрывается сейчас это все с AV1 кодеком 3820 на 2160, 60 кадров без единого пропуска. Но мы должны с вами еще протестировать YouTube HDR. Тестировать будем на нашем втором канале, где мы снимаем крутые 4К видео с дронов. Давайте сейчас посмотрим, что у нас получится. VP9.2 с HDR он тоже YouTube абсолютно отлично проигрывает. Давайте звук послушаем. Что у нас получилось? Звук не репит, скажу, достаточно громкий и... это же бас очень плоский, то есть баса не хватает, звуковая панель однозначно нужна. Вот она однозначно нужна. Мы видим сейчас скорость коннекта 81 мегабит, сейчас 90 мегабит. То есть на Samsung проверить скорость по-другому не удается, поэтому это делаем через диагностику YouTube. Давайте еще включим еще один HDR ролик. Вот, пожалуйста. Тоже все отлично. Слушайте, по YouTube тоже вопросов нет. Хорошо. Также у нас есть вариант использования форк-плеера. Например, здесь вы можете смотреть фильмы. Ну вот я сейчас выбрал HD-резку. Ну давайте с HD-резки посмотрим какой-нибудь фильм. И, конечно же, он с этим справляется. Ну, сейчас реклама пройдет в форк-плеере. Реклама — это просто жесть. Вот, пожалуйста, мы смотрим фильм в форк-плеере. То есть онлайн фильмы мы смотреть сможем. Давайте включим чуть-чуть дальше. О боже, что они делают? Что они делают? Леша, скрывай. То есть сначала они трахаются, потом они дерутся. Ну, короче, ребят, ну, есть как есть.
интересный фильм. Короче, ребят, слушайте. Fork Player работает и поддерживает. А давайте мы попробуем сейчас с вами проиграть нечто с жесткого диска. Ну, во-первых, у нас пришло время... слушайте, IPTV. Не-не-не, IPTV. Конечно же, попробуем с вами поиграть HD-каналы и, возможно, даже 4К какие-нибудь каналы. Давайте вот 4К. Включаем, ну, давайте, Ultra Cinema 4K HD. И 4К IPTV каналы у нас тоже проигрываются абсолютно без проблем. Вот 4К IPTV, конечно, смотреть это очень круто. Давайте кино Ultra HD 4К. Класс. Вот здесь у меня действительно претензий нет. Теперь мы с вами протестируем немножечко с внешнего жесткого диска большие фильмы, а также некоторые тестовые картинки погоняем. На моем SSD записаны 3 больших торрента. Первый это Gemini Man на 68 гигов, MP4. Это 4K HDR фильм. Он проигрывается отлично. Давайте перемотаем подальше. Сейчас работает у нас режим HDR, то, что видно у нас слева в верхнем углу. Все супер. Давайте перемотаем еще чуть-чуть дальше. Нормально. Нормально проигрывает. Давайте еще попробуем в МКВ проигрывание. Тот же самый Джокер на 50 гигов. Включился режим HDR. Так. Перемотаем. Все воспроизводится. Он способен воспроизводить очень большие фильмы, ну, в MP4, в MP4 и в МКВ соответственно. Это плюс для этого телевизора. Теперь по тестовым картинкам и тестовым роликам. О чем я веду речь? Мы сначала тестируем на плавность отображения контента. Давайте VRED традиционно для понимания, есть ли джодер эффект на данной приставке господи, на телевизоре. Воспроизводится все абсолютно плавно. Если вы видите какую-то разницу, это значит, что не совпадает FPS камеры и FPS телевизора на текущий момент, частоты, поэтому подергиваний нет абсолютно никаких. Но это было в динамическом режиме. Мы сейчас отключим динамический режим отображения и включим кино. Включаем кино и... Вау, без динамического режима отображения с жесткого диска смотреть фильмы лучше не смотреть. Это очень сильно дергается, потому что, вот смотрите, если я включу, например, вот этот вот ролик, и здесь будут дома сейчас двигаться, они будут очень сильно дергаться, то есть это заметен джодер эффект. Блин, не-не-не. Но для воспроизведения жесткого диска нужен динамический режим отображения. Вообще, давайте так, сейчас мы выберем еще вот динамический режим отображения, включим тот же самый ролик Philips, где прокручиваются дома, чуть их назад. И в динамическом режиме отображения вообще все идеально. Идеально. Слушайте, а давайте мы сейчас с вами проведем еще джодер тест и сфотографируем этот самый джодер тест с выдержкой в 1 секунду. Стартуем. Фотографируем с выдержкой в 1 секунду. И у нас получается, что он, знаете, и как бы прошел смазанная серая шахматка. Это серая шахматка. Это значит, что здесь срабатывает уплавнялка. Вообще, ну как бы... В данном случае нужно будет смотреть конкретно с уплавнялкой. Смотрим тест на 10-битную матрицу и видим, что у нас картинки отличаются. То есть это не 2 одинаковых 8-битных картинки. Слева видны более четкие переходы от градаций. То есть там 8-битная. Справа это не чистые 10 бит. Это 8 бит плюс FRC. И он способен отобразить 1 миллиард цветов. Но до 10 бит тут не дотягивает. По тестовым картинкам. Даже при базовой, ну, единственное, может, вам не видно будет, камера может не передать, но даже при базовой калибровке, которая идет с завода, при базовых пресетах видны все градации в яркостном вот этом тесте. В контрастном тесте их тоже видно все, и 251, и 231. Девушки абсолютно имеют реалистичный вид, то есть реалистичная передача цвета.
По самим цветам. Вы сейчас на камере можете видеть в центре более яркое пятно. Это связано именно с самой матрицей камеры. Но затемнений я практически не вижу. Это равномерная заливка цвета. При этом она равномерная во всех вариантах. В белом, в черном. То есть здесь достаточно крутая подсветка. Мне очень нравится. Видны небольшие переходы лесенок. Главное для меня, что нет вкраплений другого цвета. То есть по сути... Вот, допустим, в сером, вот где у нас переходы серого, вот в сером нет вкраплений розового, это очень хороший показатель. Также мы видим, что у нас спокойно отображаются здесь весь цветовой диапазон, в центре у нас нет сливания, то есть, знаете, действительно базовая калибровка как-то очень даже мне нравится. Также и здесь в яркостно-контрастном переливе от начала до конца, ну, единственное у нас по бокам, там где... полностью черные, там где полностью белое, в центре немного сливается, тут необходимы дополнительные настройки. В яркостно-контрастном анализе в черно-белом абсолютно все квадраты видны, также это в синем видно, в зеленом и в красном. Претензий к яркостно-контрастному анализу нет. Отличная детализация, черный выглядит неплохо, вот серьезно вам говорю, выглядит черный абсолютно неплохо. Это картинка с заливкой background RGB 0. Так что телевизор действительно немножечко радует своим качеством отображения. По крайней мере на свои деньги вот этот вот квантовые точки очень даже неплохо отрабатывают. Давайте теперь немножечко по игровому режиму посмотрим, подключаем плойку, а потом потестируем на ТВ-боксе возможность работы с HDR с внешних источников и 24 кадра чистых. PlayStation 5 включился, и вот здесь вот у нас сейчас появится игровой режим. Выбор, вот видите, Game Mode On, игровой режим включился. Теперь нам нужна настройка игрового режима. Давайте войдем в главное меню. Как мы видим, вверху у нас отображается сейчас 3840 на 2160. Давайте еще раз включим с HDR. Вот, пожалуйста, видите, там HDR Ultra HD, расширение входного сигнала. Вот у нас появилось меню игрового режима. Видите, у нас здесь появляется 16:9. Мы можем выбрать с вами соотношение сторон, положение экрана, отрегулировать настройки игрового режима и устранение неполадок. Также у нас слева видна задержка ввода высокая, кадров в секунду 60, HDR включить, VRR выключить. VRR здесь, откуда VRR? 60 Гц матрица, какой VRR? Ладно, попробуем сейчас с вами поработать и поиграть. Слушайте, ну вообще HDR-то работает, и он отображается. Сейчас мы кого-то постреляем, а еще определим с вами задержку, которую выдает данный телевизор в паре, например, Sony PlayStation 5. Так, ну играть не только можно, а и нужно, в принципе, это свое. Я, конечно, Акела еще тот. Ну давай, добивай уже его куда-то. Тух. Все. Всех добили, все красиво. Давайте попробуем на задержку ввода. О боже. Это-то мне зачем нужно сейчас? Ставим секундомер. Включаем. Сейчас мы с вами тестируем задержку. В принципе, вы видите уже размер этой задержки. Ну, по мне так, если задержка есть, то она минимальна. То есть, ну, действительно, это лучше, чем у лыжи, допустим, какой-нибудь вот такого уровня. Это на самом деле лучше. Так что наш вердикт поиграть, я не скажу, что это мега самое ультра классное решение для PlayStation 5. Скорее всего, для PlayStation 4 будет неплохо, но это работает. Давайте посмотрим, что у нас сам PlayStation выдает в диагностике цифрового сигнала. Информация о видео и выходе. И мы видим, что это 3840 на 2160, UV 422 HDR. И сразу пишут, что при просмотре данных 4К HDR с частотой 60 Гц формат цвета RGB будет заменен на 422 профиль или 420, потому что связано с ограничением скорости передачи данных через интерфейс HDMI 2.0. Поддержка HDCP 2.3. HDR поддерживается, и частоты HDR, которые он может вывести на данный телевизор, и сами профили это 24, 25, 30, 50 Гц в 422, 420 профиле, то же самое и 60 Гц. Без HDR он поддерживает 24, 25, 30, 50 и 60 Гц. Итак, мы на Smart TV боксе, мы используем Mikulka M6 Deluxe с автофреймрейтом. Так, Wi-Fi закроем, он нам сейчас не нужен.
Мы тестируем с внешнего жесткого диска возможность работы с автофреймрейтом. Да, вот нам это важно. Запускаем тест на 24 кадра. У нас моргнул автофреймрейт. Мы фотографируем с выдержкой в 1 секунду. Я вам скажу, что это такая, опять же, срабатывает у нас уплавнялка. Поэтому мы уплавнялку сейчас отключаем. Давайте отключаем динамический режим. Изображение включим стандартный. Так, отключив уплавнялку, повторяем данный тест еще раз. Тестовый ролик. У нас появилась надпись, что есть 24 кадра. Но мне кажется, что вот на Q-серии у нас будет отчетливая шахматка. То есть здесь это в фильмовом режиме. Так, отчетливая шахматка. Ха-ха-ха. Вот такая вот фигня малята. То есть мы имеем здесь только 10 via 60, вернее 24 via 60 без поддержки чистых 24 кадров. Ну, у вас не будет здесь никаких моментов с джодер-эффектом при использовании уплавнялки, скажем так. Нет, здесь срабатывает уплавнялка, ребята. Ну, есть что есть, показываем всю правду. Давайте протестируем еще VRED МКВ. Вот сейчас вот он на обычном режиме использования. Так, включился автофреймрейт. Он очень плавный. То есть здесь работает конкретно уплавнялка. Чистого 24 кадра нет, он не проходит тест, но при этом работает уплавнение. Вот так вот, ребят. Все, в принципе, выходим, резюмируем данный телевизор. Ну, неплохо, как по мне, а там уже решать вам. Воу, резюме таково, что мы действительно рекомендуем данный телевизор. Нам понравился. Нам понравился, хотя мне вот не хватило режима 24 Гц для правильного отображения контента. Например, он получается чрезмерно театральным, хотя телевизор неплох. Яркость неплохая, контраст неплох. При минимуме базовых настроек изображения отображаются практически все градиенты в яркостно-контрастном анализе, и нам это действительно зашло. Так что телевизор мы рекомендуем. Это однозначно не говнотелевизор, поэтому если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.